Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня первый день нашего 10-дневного семинара, и я бы хотел начать с основного вопроса, что такое рейки. И сначала хочу сказать о том, что даже опытные учителя и мастера рейки очень часто совершают ошибки. При этом ошибки они делают не потому совсем, что они плохие люди или плохие рейкисты, а просто потому, что они не понимают причинно-следственные связи в полном объеме. В тот момент, когда практикуют или даже преподают это древнее знание. В сущности, рейки, я бы сказал, что абсолютно напоминает шахматы. В шахматах, как вы знаете, абсолютно все логично, все последовательно и в строгом соответствии с законами. Как в рейке с законами нашего проявленного мира, так и в шахматах. И рейки-сеанс лично мне напоминает шахматную партию. Потому что вы все логично делаете шаг за шагом, передвигаете фигуры, а болезни и проблемы сопротивляются на вас. Но вот когда вы хорошо подготовлены к шахматной партии, вы понимаете особенности этой игры и обязательно победите. Но бывают случаи, когда противник играет против вас незнакомую дебютную систему, а вы от страха просто не знаете, что делать. И в этом случае обязательно проигрываете. Иногда во время шахматной партии мы используем время. Так бывает и в рейке. Иногда случается так, что жизнь человека в критической ситуации и борьба за нее, игра за нее, можно сказать, если шахматный термин используем, идет буквально на секунды. И поэтому вы всегда должны принимать быстрые решения, и эти решения должны быть правильными. Очень важно понимать, что есть мастера и есть подмастерья. Вот мастер – это творец. Он создает шахматную партию, а подмастерье следует только алгоритмам, написанным мастером. Подмастерье никогда не способен творить самостоятельно и предпочитает говорить: это невозможно, потому что мой мастер сказал, что этого не может быть. Но при этом подмастерье никогда не сможет вам объяснить, почему. Если вы способны рассуждать как в шахматах, то можете стать прекрасным мастером рейки. И поэтому в этом 10-дневном курсе я бы хотел, чтобы мы подробно разобрали с вас важнейшие ошибки начинающих и опытных даже рейкистов. Вот когда вы играете в шахматы, то будет абсолютно логично, если кто-то спросит: а что такое шахматы? Можете ли вы достаточно легко это объяснить? И люди, которые играют в шахматы давно и думают, что они профессионалы, начинают рассказывать человеку о тактике, о стратегии, как срубить больше фигур противника, как обхитрить его или поставить ему мат. Эти вещи, конечно, несомненно, очень важны в шахматах, но почти никто не вспоминает, что самое важное, чтобы объяснить, что такое шахматы, можно попытаться сделать это с таким определением, что шахматы – это логическая пошаговая стратегия, которая происходит на 64 клетках, на доске размером 8 на 8. В ней участвуют два противника, каждый из которых располагает своим войском, комплектом из 8 фигур и 8 пешек, каждая из которых действует по определенным правилам. Целью игры является такое нападение на короля противника, от которого нет защиты. И вот когда вы объясните это, только после этого имеет смысл объяснять основы тактики, стратегии шахматной игры. И вот в рейке все обстоит абсолютно так же. И в этом 10-дневном курсе мы все это с вами выясним. Итак, что такое рейки? Действительно, вот этот вопрос, может быть, даже звучит для вас невероятно или даже смешно, но от ответа
на него именно зависит ваш уровень мастерства и понимания рейки. А вопрос действительно невероятно коварный. Я слышал в своей жизни очень много объяснений от мастеров. Они говорили, как практиковать рейки, какими качествами должен обладать рейкист, какую пользу можно извлечь от практик и много других достаточно правильных вещей. Но интересно, что никто из них не ответил мне на вопрос, что такое рейки. И вот тогда я им говорил, представьте, что все это вы рассказали своему маленькому 3-летнему ребенку, который спросил вас, что такое рейки. Сможет ли он понять вас и уверены ли вы, что он получил ответ на свой вопрос? И большинство мастеров после этого впадают просто в ступор и просто не находят слов, чтобы попытаться объяснить это снова. Но подобное объяснение детям абсолютно непонятно. И не только детям, но и большинству взрослых людей, которые просто никогда не сталкивались с рейки. Вот когда человек в знании упускает очень важную основу, фундамент здания, то стены, которые построены на плохом фундаменте, они не могут стоять долго. Действительно, можно говорить достаточно много правильных и полезных вещей, но так и не дать ответ на этот вопрос. А начать ответ на него можно только с одного слова, потому что рейки – это энергия. Но вот здесь сразу же необходимо сказать, что во Вселенной существуют различные виды энергий. И поэтому необходимо конкретизировать место энергии рейки среди такого многообразия. Очень часто люди говорят, рейки – это божественная энергия, это космическая энергия, это универсальная энергия или энергия первоисточника. Но эти ответы для меня, например, они недостаточны. Почему? Да потому что под эти определения попадают все энергии во Вселенной без исключения. Потому что все во Вселенной, как и она сама, создана Богом и обладает своими уникальными качествами. А вот чтобы определить точное место энергии рейки, необходимо знать основные виды существующих энергий. А для этого сначала нам необходимо будет понять строение нашего мира.